Страх – это основа всей киноиндустрии. Эта эмоция вдоволь кормит средства массовой информации и большинство кинокартин любого жанра и посола. Глядя тот или иной фильм, человек имеет возможность отвлечься от страшной мысли, осознавая, что это не более чем сюжет и красивая работа актерского состава. Но что если есть такие места, где настоящий ужас – это не выдумка, а исторический факт? Места, где жуткие события происходили не под контролем режиссера. Места, где жуткие вопли погибших людей до сих пор слышны в порывах свежего степного ветра. Вы на канале Шульц Любопытный, и прямо сейчас отправляюсь туда абсолютно один и глубокой ночью. Так, вот какая-то есть колея. Не знаю, кто ее тут накатал. По ней поедем. Среди бескрайних степей раскинулись сотни маленьких деревушек, и эта деревня не стала исключением. Из-за войны большинство мужчин ушли на войну, а женщины с детьми вели свой сельский быт. Шел 1941 год, фронт ушел далеко вперед. Новый порядок Орднунг еще не дошел до этих глухих мест. Но однажды ночью на полевой дороге появились грузовики с солдатами, которые, выгрузившись на одной единственной улице, начали заходить в дома и выгонять людей из их домов. Их обвинили в том, что кто-то из них виновен в диверсиях на железной дороге. Люди не сразу поняли, зачем их всех сгоняют в местный клуб. Но вот захлопнулась дверь, щелкнул замок, и стены клуба объяло жаркое пламя. Старожилы из соседних деревень рассказывали про это жуткое событие. Языки пламени, которые освещали ночное небо на несколько километров вокруг. С тех пор прошло уже почти 100 лет, но на месте клуба до сих пор среди поля возвышается небольшой бугорок. Свидетели той трагедии давно уже умерли, а на месте, где была деревня, появилась бескрайняя степь. Сегодня я отправляюсь туда абсолютно один, чтобы провести эксперимент с энергетическими рамками и найти это страшное место. Друзья, приветствую вас на канале Шульц. Сейчас я отправляюсь в одно интересное место. Это уничтоженная во время Второй мировой войны деревня. Она была достаточно большая, находилась в балке, где когда-то текла река. Сейчас там не осталось практически ничего, кроме холмиков, которые когда-то были фундаментами. Так, друзья, едем сейчас в то заброшенное село, которое было уничтожено еще во время Второй мировой войны. Я хочу посмотреть, что там есть, холмики, и найти одно интересное место, а именно старое кладбище. Заодно рассказать вам, что там на нем есть. Вот такая вот, друзья, машинка сегодня меня везет туда вот, в балку. Буду для вас сегодня снимать заброшенную деревню. Машинка едет, все, слава богу, нормально. Первая машина должна быть такой, поэтому отправляемся в путь. В моих планах посетить сразу два места в этой деревне. Место, где сгорел сельский клуб, а также кладбище в степи, на котором где-то остались захоронения неопознанных тел, тех самых трагически погибших жителей. Для эксперимента подготовил специальные энергетические рамки, одна из которых сделана из меди, а другая из алюминия. Именно такое сочетание позволяет им реагировать на биополе, которые остаются на местах с сильной энергетикой, то есть места, где под землей есть вода, пустоты и могилы. Итак, ребята, в общем, я приехал на место, где я нашел фундамент, вроде как того самого клуба, где трагическая была смерть местных жителей. Сейчас я вам его покажу. И вроде как, видите, впереди такой вот бугорок. Это вроде как глиняный фундамент именно того самого здания. Вокруг больше ничего нет. Эти машины, вокруг ничего нет. Сейчас я включу свою высокочувствительную камеру и отправлюсь туда. Так, ребята, отправляюсь я в то самое заброшенное место.
Ух! А именно старый фундамент здания, клуба, в котором, по некоторой информации, в 1941 году осенью нацисты сожгли местных жителей, женщин, детей. И вроде как, по некоторой информации, это именно фундамент этого клуба. Сейчас я вам его покажу. Тут, не дай бог, не упасть в какой-либо колодец, потому что иначе меня никто не вытянет. Я один, тут и так связь не ловит. Гробовая тишина. Вроде как это говорили мне, что... Ух! Нога провалилась куда-то. Там дальше бескрайняя степь. Это, конечно, больше похоже на курган, но мне говорили, что именно тут когда-то стоял старый барак. Местный клуб, сделанный из глины. И, возможно, вот это вот все, ребята, насыпь, это стены глиняные, которые завалились, размылись дождем, и получилась такая вот большая куча. Вот такое вот место. Ребята, буду возвращаться в машину. Буду брать сейчас энергетические рамки и ехать в сторону кладбища. Пока еще не сильно стемнело, хочу сейчас обследовать место на том кладбище, посмотреть, что вообще там происходит. Найти захоронение и найти большую братскую могилу людей, которые трагически тут погибли. Возможно, о ней информацию потом передам в нужные органы, чтобы потом смогли этих людей идентифицировать, потому что церковная книга, как мне сказали, сгорела вместе с местной церковью. А кто из вас не знает, вообще раньше, когда ребенок рождался, свидетельство о рождении не выдавали, а выдавали так званую церковную книгу. Вернее, записывали людей в так званую церковную книгу. И также там про свадьбы, про смерть записывали. И только потом уже в 50-х годах, 60-х начали выдавать свидетельства о рождении там и тому подобное. В общем, мы увидели этот фундамент, ничего не понятно, что там было. Одни говорят, что это якобы глиняные стены, другие говорят, что вообще какой-то доисторический курган. Чтобы было более ясно, сейчас поедем на другую сторону этой балки. Я возьму эти энергетические рамки, и мы с помощью них посмотрим местность. Они будут меня направлять, куда идти. Возможно, удастся что-нибудь найти. Так, продолжаем движение. Скоро выйдем к балке. Вернее, на ее угол. После чего поедем в сторону кладбища, о котором мне рассказали жители окрестных деревень. Напомню, некоторые из них говорят, что там якобы есть места, где ощущаются как будто бы пустоты. И они предполагают, что, возможно, там остались какие-то гроба, либо крышки, либо какие-то, может быть, там закопанные подземелья, типа там погребов. Сейчас мы это дело обследуем. Приехав на точку, где предположительно было кладбище, я обнаружил, что забыл свои подготовленные рамки. Я реально в самый последний момент их выложил из багажника, когда утрамбовывал туда рюкзак с оборудованием. Мне пришлось изобретать на ходу. Я сделал что-то похожее на рамки из арматуры, которая давно лежала в багажнике. Я начал уже переживать, что мой эксперимент придется отложить. Но оказалось, что все лишь только начинается. Так, вот какая-то есть колея. Не знаю, кто ее тут накатал.
по ней поедем. Есть у меня такие вот рамки. Не знаю, будут ли они работать. Это энергетические рамки, которые якобы должны как-то так сложиться и указывать примерно место, о котором я думаю. Есть люди, которые с помощью этих рамок ищут старые захоронения, залежи золота, разные руды. То есть они должны реагировать на смену магнитного поля. Как-то таким вот должно работать образом. Сейчас я прогуляюсь по округе, буду стараться далеко не отходить от машины. И, возможно, что-то для вас тут интересное найду. Итак, хочу... Ну, кстати, да, где-то тут должно быть это вот самое кладбище. Может быть, метров туда 100, может быть, туда 100, может быть, 100 вниз. То есть такой небольшой квадрат. Ну, вернее, большой квадрат. Так. Так, куда-то правее ведут. Опа. Перекрестились. Возможно, что-то тут есть. Ребят, вполне возможно, что тут может быть какая-то могила. Крестов нет, ничего нет, степь. Где-то тут кладбище. Давайте еще походим. Если тут сейчас в ряд будут какие-то такие похожие сигналы, то значит тут что-то есть. Так, хочу найти еще могилы. Комары заедают. Это мы видели. Видите, перекрещиваются рамки. Еще одна. Да, кстати, вот тут небольшая впадинка есть. Вот бугорочек. Вот, видите, ты так, потом раз падаю вниз. На сантиметра 3 есть такая провалина. Возможно, и тут есть могила. Я не знаю, середина это кладбище, либо это край кладбища. Давайте прогуляемся в ту сторону. Потом в ту сторону, возможно, попытаемся найти захоронение местных жителей. Хочу найти захоронение местных жителей. Сразу указывает, куда идти. Ух, руки устали. Опа. Ребята, они меня сами ведут. Или мне так кажется. Может быть, я как-то их так держу. Так, рамки что-то перестали мне вообще куда-либо указывать.
Указывают правее. Видите? Указывают путь. Опа. Ух, у меня аж мурашки по коже. Вот, место какое-то. Слышите глухой звук? Вот обычный звук. А тут глухой звук. Как будто дерево под низом. И оно перегнулось, перекрестились рамки. Во! Что-то тут есть, ребята. Что-то тут есть. Надо сейчас поставить метку в телефон. Короче, ребята, странное место найдено какое-то. Я сейчас поставлю метку. На телефоне поставил. Сейчас сюда, вставлю какую-то бутылку, прикручу на палочку. И потом среди бела дня приеду, посмотрю, что тут реально есть. Посмотрю кругом, какие-то огромные камни тут остались, я не знаю. Может быть, еще что-то интересное. С местными жителями еще пообщаюсь. И, скорее всего, потом сюда уже позову людей, возможно, местных краеведов, которые это место обследуют.